Достала мои снежиночки, что я крючком вышивала. Я их каждый год вешаю. У меня на кухне вот такая лампа есть, видите? Она дизайнерская. И на нее я вот так вот подвешивала эти мои. И так как это все-таки кухня, я сейчас их достала, смотрю, некоторые из них желтые. И вот я хочу их постирать, но у меня нету подкрахмаливающего средства, чтобы потом их вот так, чтобы они у нас торчали, стояли торчком. Ну и выразилась я, ну ладно. Короче говоря, надо их накрахмалить, а у меня подкрахмаляющего средства нет. Сегодня воскресенье, завтра надо купить. Вот. И у меня есть одна идея, не хочу я в этом году подвешивать. Я хочу сделать из этих снежинок елочку. В Пинтересе видела. Попробую, если Как получится. я вам уже говорила, я решила постирать свои снежинки и еще чуть-чуть подвязать. Ну, короче говоря, все воскресенье я вязала снежинки, не хотелось мне вышивать. А теперь их же надо блокировать. А блокировать как их? Вот у меня 2 снежинки, и у меня закончились иголки. Как вы видите, в ход уже пошли нормальные швейные иглы. Ну, короче говоря, я, наверное, блокировать неделю буду до Рождества. Я буду блокировать снежинки, когда я буду их... И то у меня на этой снежинке, я вон в центре, как видите, не заблокировала. Не мешало бы еще здесь, конечно, вот здесь в центре подзаблокировать их. Оно было бы, конечно, гораздо красивее. Ну, короче, не знаю. Я по-прежнему блокирую мои снежинки. Вот такая маленькая снежинка. Ну, посмотрите, сколько блокировки она занимает. Я не знаю, это... Я выбрала этот дизайн. Наверное, надо было либо ткань, пряжу покрупнее брать. Она такая малепусенькая, но с ней столько мороки, капец какой-то. Это тоже такая замороченная была снежиночка. И блокировочка такая нехилая в ней. И прибавился еще мой шарик. Шарик я вязала давным-давно. Но он у меня, да, я показывала, он весь покорябался, помялся. Так что я его хочу заблокировать снова. Вот так вот. Засовываешь внутрь воздушный шар, надуваешь его, и у тебя получается такой вязаный шарик. Кто не знал, еще кто. Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом и вязании крючком, как вы можете видеть. Вот перед вами такая снежная сказка. Такое у меня уже предрождественское, предновогоднее настроение, и мне очень захотелось повязать крючком. Я привела в порядок мои снежинки, которые я вышивала уже раньше, но они, видите, можно заметить разницу, новые снежинки и старые снежинки. Ну, будем считать, что это такой с винтажным налетом. У меня вот эти старые снежинки, они, видите, немножко пожелтели. Ну, я украшаю на кухне, вешала эти снежинки, и поэтому, наверное, такой результат. Ну, вот, собственно, не все. Вот одна у меня такая, она какая-то желтоватая, а все остальные, ну, вот это может немножечко. Но все остальные как бы беленькие, красивенькие получились. И навязала я новых снежинок, и оказывается, мир вязания не стоит на месте, тоже движется вперед, и там тоже какие-то нововведения. Если эти все снежинки старые я вязала по этим старым каким-то, ну, давнишним схемам, которые у меня, наверное, где-то были там в запасах, то в этот раз я решила посмотреть в интернете какие там новинки. И вот посмотрите вот эту снежинку, это первая, которая меня заинтересовала, и там были рельефные столбики, так называемые. Вот видите, вот этот цветочек внутри, это сделано для меня новым стежком, хотела сказать. Как это в вязании называется?
петелька, новая петелька, ну, которая рельефный столбик он называется. Видите, такой фигурный получается, ну, действительно рельефный такой узор, вот такой цветочек внутри. Вот эту снежинку я сделала в этом году. Смотрите, какая она нарядная, какая она красивая, большая такая. Я делала, ну, как вы видите, у меня в прошлом году, ну, не в прошлом году, а в прошлые года, которые я делала, вот эта, наверное, снежинка была самая большая. Посмотрите, по сравнению с этой, она вообще чуть ли не в половину. Вот это вот у меня новая снежинка. И вот эта новая снежинка у меня тоже, смотрите, какая она красивая, нарядная. Но здесь не было ничего такого нового для меня. Тут не было рельефных столбиков. Я еще не я накрахмалила их, еще не порезала эти ниточки. Надо будет обрезать. И буду украшать, когда подвешивать. Оставила пока месть, чтобы туда зацепить, или как там получится. Смотрите, какая она красивая, какая она вот нарядная. Мне вот это больше всех нравится, форма этой снежинки. Оказывается, там из снежинки простите, сейчас я вам не скажу, как зовут эту девушку, которая показывает на YouTube, как вязать эти снежинки. У нее каждая снежинка имеет имя. Я не помню, как называется вот эта снежинка. Зато я помню, как называется вот эта снежинка. Эта снежинка называется Диана, потому что она сказала, что здесь похоже на, вот, на корону. И она посвятила это принцессе Диане, вот такую снежинку красивую. Ну, красивая очень. Мне нравится делать снежинки, потому что они вяжутся быстро. Ну, единственное, что долго, это их блокировать. Но блокировать их надо, потому что вот я вам покажу разницу, когда снежинка с блокировкой, вот эти снежинки, которые я вам показывала, да, это с блокировкой, а вот снежинка просто поглаженная. Видите, она вот здесь какая-то сплюснутая. И нечетко видно вот эти столбики, которые... Вот здесь, видите, такие же точно столбики. Вот здесь и вот здесь. И как они четко на блокировке видно, и как они нечетко видно, когда их просто гладишь. Какую я еще новую снежинку? Вот эту я новую снежинку сделала. Смотрите, какая она красивая. Она малепусенькая, но заморочи с ней, я вам скажу, предостаточно. Так что не все так просто, как кажется. Вот эта снежинка, вот это была простая снежинка, блокировка немного сложноватая. И представляете, я потеряла одну снежинку. Я вообще, как это возможно? Ну, я ее потеряла, я не могу найти, где я засунула снежинка. Была еще одна снежинка, которую я вышила в этом году. Я ее заблокировала, все, она должна быть где-то, но ее нет, как это ни странно. И я свой шар, шар тоже делала не в этом году, это уже несколько лет назад сделала этот шар. В этом году я его постирала и заблокировала вновь. Так что вот такая у меня будет, такие у меня будут декорации. И я такая, мне так аж понравились эти снежинки, думаю, это если каждый день вязать по одной снежинке, за год можно навязать 365 снежинок, и ты можешь вообще весь дом оформить в этих снежинках. Ну, представьте, сколько их много получится. Здесь у меня сколько штук, 15, наверное, этих снежинок, и как красиво. А если будет 365, да это будет настоящий снегопад. А из этих 365 снежинок можно всякого такого натворить, вы даже не представляете. Вот смотрите. Вот такая прелестная елочка, вы можете ее всю украсить вязаными этими игрушками. А вот просто еще какая из шаров сделана елочка. Эти снеговики, ну это уже здесь в ход салфетки пошли. А вот это вообще это прелесть. Мне самая, наверное, любимая вот это. И вот такой веночек. Мне хотелось бы на следующий год вот такое вот сделать. Помните, я говорила, что не знаю, куда девать салфетки. Ну вот теперь есть куда их пристроить. И даже еще придется довязывать. Ну все, больше про вязание я вам не буду рассказывать, потому как наверняка вы пришли не за этим сюда. А у меня хорошие новости. И та-дам! Я закончила свою скатерть! Друзья, это же просто эпопея была на целый год.
И вот это закончилось. Это закончилось, и посмотрите, какая красота. У нас темень целый день, я все ждала, пока не дождалась, что будет посветлее, но посветлее не стало, и я вам снимаю с электрическим светом, не знаю, честно говоря, как вам, достаточно ли хорошо вам видно со светом. Ну, будем надеяться, что видно. Посмотрите, какой красивый у меня барабанщик, который барабанит, с какими он тут, как это называется, не знаю, как это называется. Ну, очень все блестит, и очень все сверкает, и очень это все красиво. Ну, надо сказать, что не хватило у меня вот этого бисера. Вот он, зеленый вельвет. С этим бисером больше всего приключений на всей скатерти у меня получалось. Я заказывала этот буклет и весь бисер к нему на 1, 2, 3 стич. И там идет, ну, там продается буклет и написано: хотите выбрать все, ты выбираешь все. Но так как нитки DMC в Европу из Америки не присылают, я выбрала только Mill Hill, ну, бисер. И они мне прислали один пакетик вот этого зеленого вельвета, бисера. А этот бисер, зеленый вельвет, он практически в каждом дне Рождества, везде он присутствует. Если посмотреть, он практически везде есть. И я, естественно, сразу использовала одну коробочку. Я смотрю, у меня еще его надо и надо. Я заказала еще 2 коробочки. И вот у меня получилось... Я использовала все 3 коробки, и мне не хватило. И мне не хватило на манжеты и на подол вот этого кафтана его, или как это называется. Вот здесь тоже этот должен был зеленый. Я заказала еще один, но когда он мне придет, я перешью, но я боюсь, что это уже к Рождеству. Оно может и придет, но я же хочу уже начать шить. И поэтому не буду вам показывать полностью всю скатерть отшитую. Я на такой торжественный момент, я, естественно, хочу сделать видео по этой скатерти. Ну, прежде всего, я хочу, конечно, ее сшить. И вы представляете, я ее закончила, и в этот же день, когда я закончила, я так обрадовалась. Смотрите, я даже не обрезала ниточку, которую последнюю пришивала. Я так была рада, вскочила и сразу стала показывать своему мужу, какая скатерть. Посмотри, я закончила. Он, извините, бахаю вам всем, здесь все валится, все. Ну и, короче говоря, посмотрите, какая красота у меня получилась. И этот барабанщик, он весь блестит. Барабан у него с такими, это, наверное, на барабане на настоящие металлические заклепки на этом барабане. На сапогах у него тоже вот здесь бисер вот такой, кафтан весь бисером, погоны, вспомнила, погоны это называется, на погонах вот такие золотые у него, и на ремне вот такие золотые бисеринки, кокарда. Ну и, как я говорила, вот здесь я ошиблась, я и сюда пришила бисер, видно вам его, не видно, вот он, вот так вот, наверное, будет видно. И 12 бисером вышито. И очень красиво, и я безумно рада, что я ее все-таки закончила. И представляете, в этот же день, когда я закончила, мне пришло все, что я заказала для этой скатерти. Помните, я как-то в прошлых видео говорила, что я заказала на Алиэкспрессе, здесь должна быть кантик, кисточки, и я заказала флизелин под низ подклеивать, но я не знаю, надо ли его или не надо. Ну, короче говоря, все вчера пришло. Закончила, и все пришло сразу. Это знак, что надо эту скатерть шить, и что она в этом году у меня на Рождество будет лежать. Ну, естественно, прежде чем шить мою скатерть, я ее постираю, потому что это лен, он наверняка подсядет. Да и вообще, год скатерть вышивалась. Она требует стирки, я так полагаю. Ой, я безумно счастлива, что я закончила эту скатерть. Я надеюсь,
А сейчас я покажу, что же мне пришло с Алиэкспресс. Ну и первое, что я вам покажу, это вот такие швейные эти иголочки, как это, пины, ну, чтобы блокировать. Потому что я начала делать блокировку этих снежинок, и я посмотрела, что у меня вообще этих иголочек совсем мало, и дозаказала, а потом, ну, когда уже заказала, я потом дальше начала смотреть, там, оказывается, есть такие банки, в которых там 100 их штук. Ну, я вот заказала поменьше. Ну, ладно, будет пока вместе это. Я ж не швея, мне, собственно, так много не надо. Я не так часто буду блокировку снежинок делать. Я думаю, этих будет достаточно. Ну, и потом, конечно, вот такие я заказала кисточки. Это будут по углам этой скатерти. И вот такая вот бечка. Не буду вам разматывать. Ну, видите, они сочетаются очень хорошо. Беленькая, беленькая. Будет оно... Здесь свет, конечно, дурацкий. Они отсвечивают какими-то более цвет икрю, но это белый. Вот они прям одинаковые. Видите, на видео они разные. Но на самом деле они обе одинакового цвета. И кисточки, и кантик. Вот, подкладка у меня есть, так что на скатерть у меня все есть. Скатерть можно начинать. Потом еще на Алиэкспрессе заказала вот такие штучки. Эти штучки, которые держат сумку. Она вот здесь такая резинка или не резинка, какая-то штука, которая не ерзает. И это я купила специально для моих же сапог. Вот я буду... это ставить на камин, а вот сюда буду подвешивать сапог, потому что у меня же камин, я не могу ни гвоздик забить, ничего в мраморную полку. И вот эти, я такие штучки 2 заказала на 2 моих сапога. Ну, так как золотая у меня это кантик этот золотой, я подумала, что золотые они будут как-то в тему. Вот такие 2 штучки золотые. Ну и, как я вам сказала, уже флизелин я там заказала. Ну и все. Я очень-очень рада, безумно рада, что оно мне все пришло, и я могу начинать. А кроме этого было то, что мы с подружками поехали в Цюрих, хотели посмотреть. Там выставляли каждый год елка, украшенная Сваровски. И мы поехали, собственно, из-за этой елки туда. Представляете, в этом году не было елки Сваровски, была елка Линд. Я так расстроилась, блин, капец. Ну, понимаете, туда ехать нам 3,5 часа. Мы перлись в этот Цюрих, чтобы посмотреть на эту елку. Приехали, там Линд. Там был вот этот базарчик. Ну, я вам ставлю, как она выглядит, эта елка. Ну, полное разочарование, короче говоря, и базарчик мне там не понравился, ничего там не было интересного. Здесь вообще раньше, если на этих базарчиках продавали там рукодельные, ну вот вышивки, вязаное что-то, сейчас это не продают, потому что занимает это очень много времени. Ну, что я вам рассказываю, вы сами прекрасно знаете, продавать за бесценок не хочется, а покупать за реальную цену, на которую ты потратил нитки, время и материалы, тебя такая сумма выйдет, что никто, естественно, не купит этого все. Вот. Так что, кое-что я, конечно, там купила. Сейчас вам покажу. Вот. Купила так, чтобы не с пустыми руками возвращаться. В принципе, у нас это тоже такого Деда Мороза можно купить. Это французский Дед Мороз. Видите, он в берете в таком красивом и с бутылкой шампанского. Вот такой Дед Морозик. Симпатичный, понравился мне. И я его взяла. Он не стоит, он падает, его только подвешивать надо. Потом мне понравилась вот такая лошадка. Купила. Ну, как я говорю, так, чтобы уже ехали, бог знает куда, чтобы что-то уже взять. Вот такая лошадка. Тоже подвесочки. Что еще? Ну, лошадка стоит. Уже хотя бы радует. Ну, вот эта елочка. Так, ни о чем. Смотрите, какие сережки я купила.
болтаются так ножки. На Новый год одену, а потом из этих сережек хотела делать эти самые пины. Прикольные пины получатся. Магнитик туда. Такие они неплохого качества. Это шведский, по-моему, если я не ошибаюсь, магазин. Сейчас я вам скажу. Нет, все сделано в Китае. Вот. И купила вот такие бумажные рамочки. Это для скраббукинга, наверное. Ну, я подумала, может, какую-нибудь миниатюрку вышить, знаете, и как поздравительная, либо к подарочку прикрепить, либо как поздравительная открыточка. Вот, смотрите, симпатичные такие открыточки. И туда внутрь можно вставить вышивку, либо фотографию. Ну, я не знаю, у кого наша фантазия работает. Вот, собственно, и все. Стоило оно того, я очень сильно сомневаюсь. Ну вот, друзья, вот такая у меня была вышивальная неделя. Сейчас я вам вставлю елку Линд. И выехали мы очень рано, в 6:10 у нас был поезд, и практически мы встретили рассвет в поезде. Вот такие красивые виды, конечно, восторг, прекрасная, очень красивая страна Швейцария, повторяла миллион раз. И можно проехать все 4 сезона, выехать из осени, проехать зиму и приехать весну вот так на вокзал в Цюрих, куда мы прибыли. И мы сразу увидели эту огромную красивенную люстру Сваровских, которая украшает вокзал. Мы любовались, восторгались и восхищались. И такие воодушевленные пошли искать елку такую же украшенную Сваровски, но нас ждал сюрприз. А вот, собственно, и сюрприз. Вместо елки Сваровски была елка Линд. Вот на елке у нас конфеты шоколадные Линд, огромные шары в форме конфет. И я даже не оставила голос, которым я там говорила, потому что в нем чувствовалось такое разочарование. Такие подарочки здесь. Сфотографировались мы на память. Ну, как я сказала, уже разочаровал нас этот рождественский рынок. Ничего там особо интересного и нового не было, к сожалению. Вот такие более-менее оригинальные светильники, подсвечники, которые кружатся от тепла свечи. Вот такие домики, это очень популярные здесь. Вот я для сравнения вам поставила, это я снимала у нас в Лугано, в Маноре, вот такие же точно светильники рождественские с этим снежком, который кружится внутри. И вот даже намного интереснее, на мой взгляд, вот такая рождественская деревенька. Там построили это в миниатюре, можно там часами рассматривать эту деревеньку. Мне нравится, здесь очень часто делают такие маленькие миниатюры по любому поводу, особенно на Рождество. Вот такая интересная инсталляция. На мой взгляд, гораздо интереснее, и не надо было ехать в далекие края, ну, не так далекие края, ну, в общем, одним словом, я разочарована. Я хотела видеть елку Сваровски, мне ее не показали. Потом хотела я поехать в Милан посмотреть на эту елку Сваровски, ее выставляли в прошлом году в галерее в Милане. И я думаю, ну поеду в этом году. В этом году там выставляют Дольче Габбана елку. Так что не суждено мне. Ярмарка без вин-брюле. Чин-чин. Чин-чин. Были разочарованы нашим походом в рождественский этот рыночек, что мы решили пойти в Глобус.
Глобус — это такой универмаг, скажем, где продается, как это говорят, тяжелый люкс. Ну, короче говоря, мы именно по своему кошельку пошли посмотреть, что же там есть такое. Ну, конечно, все это шикарно, цены баснословные, просто зашкаливающие. Ну, интересно посмотреть, очень красиво оформлено все, так, для разнообразия. Мы офигели от цен, которые там на вещи. Ну, там все марки Dolce Gabbana, Versace. Мы пришли посмотреть рождественские игрушки. Вот все в Сваровске. Ну, наличие Сваровски в этом магазине компенсировало недостачу елки Сваровских, поэтому полюбовались мы на всю эту красоту неземную, небывало сказочную. Ну, вот такая у меня выдалась неделя. Я считаю, что очень, как это сказать, продуктивная. Несмотря на то, что было совсем мало времени на занятия. Как-то перед всеми этими праздниками какая-то суматоха. Вроде не делаешь ничего больше, чем обычно, но время куда-то убегает, пропадает в неизвестном направлении. Сегодня пошла, думаю, ой, так все удачненько складывается, все вовремя пришло, все вовремя, так как надо, вышилась, успелась все сделать. И тут как раз на маникюр записалась, думаю, снимать видео будет с новым маникюром вообще прелестно. Прихожу делать этот маникюр, моя маникюрщица заболела, там другая была девочка, боже, полюбуйтесь, она меня порезала, я как вот это окровавленная какой-то вышла оттуда, ну, короче, Дракула. И вот, ну, неважно. Одним словом, я очень довольна, у меня прям настроение само себе создалось. Я надеюсь, я и вам передала этот рождественский дух и подняла немножко вам настроение. Осталось теперь пошить скатерть, украсить дом, развесить все мои снежинки, которые я тут навязала, повесить мои красивущие сапоги, ждать Санта-Клауса, пить вин-брюле либо какао с маршмеллоу и надеяться на самое лучшее. А с вами я прощаюсь. До следующего видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. И всем пока-пока!